Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы живем в городе Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. И составляем агрогороскопы на основании своего личного опыта, многолетнего опыта. Составляем эти агрогороскопы на месяц и вот на такие короткие периоды, которые нам предложили наши зрители составлять, что мы и делаем. Но прежде чем мы начнем, продолжим нашу передачу, наше видео, прошу вас, делайте, пожалуйста, такую важную работу. Мы выполняем свою задачу, готовим для вас агрогороскопы, уделяем вам внимание, тратим свое время. От вас просим всего лишь оплату нашего труда посмотреть видео до конца и посмотреть обязательно рекламу. И это нам поможет в будущем приобрести дополнительное оборудование для того, чтобы наши видео были еще качественнее и выполнялись ваши просьбы, с которыми вы к нам обращаетесь. Ну, естественно, ставьте комментарии и пишите. Обратная связь очень важна для нас. И мы очень радуемся, что у вас замечательно прошел этот сезон. Все, кто были с нами и трудились над тем, чтобы получить прекрасный урожай овощей, плодов и ягод. Ну что ж, приступим. После такого предисловия приступим к основной теме нашего сегодняшнего видео. Это агрогороскоп с 8 по 10 сентября 2021 года. Это время весов, уже родившейся и растущей Луны в знаке Весы. Время московское. Очень удобно по московскому времени благодаря интернету определить время своей страны или региона. Итак, давайте вернемся в 7 сентября. Это когда у нас было новолуние. Мы всегда по вашей просьбе составляем за день до момента, когда находится Луна в определенном знаке, и один день после. Что это нам дает? Это нам дает возможность составить план работы на вот эти периоды, и можно распределить вот эти работы. И начнем мы именно с 7. Это день предшествует переходу Луны из знака Дева в знак Весы. Ну, чтобы не перепрыгивать, давайте все-таки, вы правы, один день будем рассматривать конкретно каждый день, и тогда у нас все будет нормально. Смотрите, это было время 7. Мы смотрим заранее. 7 это время новолуния. Новолуние посевы не проводятся, рассада не высаживается. Но зато эффективны работы в саду по влагозарядке почвы. Там, где дождей не было, обязательно нужно влагозарядку провести. И еще эффективна подкормка, где нет снега, конечно, на зеленом листе, конечно, подкормка кремний-калий. Это обязательно для подготовки растений к тому, чтобы они хорошо перезимовали. И актуальна защита от вредителей. Их очень много. Зеленые операции, да, это еще проводится в теплицах и очень активно уже прищипаются растения сверху, какие-то листья обрезаются. Хотя, казалось бы, уже завершается сезон, но у нас есть тепличники, которые только начинают второй оборот и уже собирают урожай. У них отапливаемые теплицы. Напоминаю для вас, зеленые операции не проводятся в этот день. Это Дева. Это время, когда нельзя обрезать никакие части растений. Комнатные цветы в дни новолуния. Что здесь можно делать? Ну, в Деву очень хорошо поливать и подкармливать. Но, естественно, защита от белокрылки очень актуальна и от паутиного клеща. Да и другие вредители тоже. В Деве очень хорошо проводить поливы и проводить подкормки для всех абсолютно растений. Ну а вот то, что нет, вот часть работ, видите, вот эти все работы, связанные со сбором урожая, заготовками, закладка на хранение, сбор лекарственных трав, сбор семян,
Вот это в Деве, в новолуние, само собой, еще и в Деве, этого делать нельзя. С 7 сентября 2021 года в Деве мы разобрались. Новолуние позади. Теперь у нас очень важная задача вот этот переход понять и разобраться. После новолуния еще идет время Гекаты. Причем это время Гекаты идет 48 часов. Поэтому, смотрите, первые 24 часа это в 3:53. Это Геката еще день. И будет до сразу же 9, это уже весы рассматриваем. Просто по Гекате хочу сообщить вам, что до 3 часов 53 минут это еще время черной луны будет 9 сентября. Поэтому эти моменты очень внимательно изучите и используйте для благих, позитивных настроений, спокойного, хорошего настроения. Делайте то, что вы собрались делать. Не отдавайте свою энергию на темные какие-то дела. Ну что ж, вернемся к нашему календарю. Что мы можем делать вот уже весы? 6 часов 21 минуты Луна уже зайдет в знак весы. Это знак стихии воздуха. Естественно, в Гекате, в дни черной луны, не сеем и не высаживаем никакую рассаду. Что можно делать в саду? А вот здесь можно поработать. Вот здесь обрезка садовых растений, любая. Здесь можно спокойно проводить. Еще новолуние, и это время стихии воздуха. Очень быстро заживают раны, засушиваются раны, поэтому можно в этот период обрезать растения все садовые. А также актуальна защита от вредителей и от болезней. Проводите опрыскивание. Зеленые операции в знаках весы, других знаках стихии воздуха, Водолей, Близнецы приветствуются. У нас весы, поэтому можем проводить в теплице. Вот те, кто выращивает в теплицах, отапливаемые теплицы, вы можете использовать вот этот период для обрезки. И, кстати, этот же период можно будет обрезать и 9, но чуть позже. А также можно обрезать какие-либо части растений в саду и в огороде. Это для тех, где тепло, теплые страны, теплые регионы. А вот с комнатными цветами 8 сентября, кроме защитных операций, опрыскиваний против вредителей и болезней, ничего нельзя проводить. Вот это единственное, что можно делать. И в знаке весы нельзя проводить поливы и, естественно, подкормки. Нет полива, нет подкормки, она неэффективна. Но вот сейчас начинается очень интересный такой период, когда вот можно заняться какими-то важными делами. Это сбор урожая, заготовки, закладка на хранение. Поэтому, пожалуйста, 8 и 9 запланируйте себе вот эти важные работы. Где-то еще картофель не выкопан. Пишите, я знаю об этом. Лук начинают копать. Свеклу, морковь, собирать различные плоды в саду, ягоды. Зелень тоже можно собирать урожай, если созрели листики, любые. Собирайте и заготавливайте. А что можно делать? Можно консервировать, замораживать, сушить. Да, любые переработки приветствуются. Вот это все делайте. А также можно собирать цветы, ягоды, лекарственных трав, там где это есть. И, естественно, корешки, кстати, можно в это время выкапывать. Это время еще новолуния, и очень много нужных питательных веществ находится в корешках. Ну, а собирать семена в эти дни, вот этот день, когда черная луна, нельзя. Это время непонятной программы, может быть негативная программа, поэтому лучше пропустить этот день, перенести на следующий. А следующий у нас, смотрите, следующий 9-9. Это какой-то очень интересный мистический день. И смотрите, все работы и луна в знаках весы будет все сутки 9 сентября. А вот здесь уже у нас возникают очень хорошие новые дела, потому что у нас после 4 часов начинается продуктивное время в этом знаке, в знаке весы. Это уже, считайте, растущая луна, родившаяся луна, поэтому можно сеять сидираты только во влажную землю.
можно высаживать рассаду цветов. У многих есть двулетники, многолетники, высаживайте, но не поливайте. Напоминаю, в это время надо заранее увлажнить землю и высаживать рассаду цветов. Это хорошее время для этого дела. В саду снова же обрезку можно проводить, защищать от вредителей болезней. Это все в саду очень хорошо пройдет. И зеленые операции в теплице, в саду, в огороде приветствуются и дают очень хороший результат. Не переносите позже, ведь у вас есть 2 дня, которые можно использовать для этих важных агроприемов в саду. Комнатные цветы остаются по-прежнему у нас защита. Хотя, казалось бы, можно высаживать в открытом грунте, да, но здесь не рекомендуется высадка, мы сделаем это чуть-чуть позже. А вот поливы и подкормки мы пропускаем. Нет у нас 9-го ни запланированы ни поливы, ни подкормочки. А вот теперь наступает снова же 9-го, если не сделали что-то 8-го, 9-го, вот этот замечательный период, когда можно копать картошечку, свеклу, морковь, лук. Все, что у вас созрело, все выкапывайте, собирайте, укладывайте, перерабатывайте, сушите, замораживайте и, естественно, закладывайте на хранение то, что решили заложить на хранение. И очень хорошо собирать различные лекарственные ягоды, еще можно корешки выкапывать. И здесь уже можно, здесь у нас продуктивное время, весов, здесь можно собирать семена с любых растений. Вот этот момент наступил. Правда, 1 день, но вот в ближайшее время вот такой хороший период. Ну а теперь мы перейдем к тому дню, который у нас последует после знака Весы. Это день перехода, 10 сентября будет день перехода Луны из знака Весы в 9 часов 5 минут в знак Скорпион. Скорпион – это уже стихия воды, и тут начинаются совсем другие дела. Ну и помните, что у нас Луна без курса с 7 часов 50 минут до 9 часов 5 минут, поэтому здесь никакие ни посевные, ни посадочные работы не проводятся. То, что можно было в весах, допустим, делать, не делаем. А зато у нас уже в Скорпионе после 9 часов 6 минут можно уже посевы в этот день можно начинать после 9 часов 6 минут. Можно сеять семена редиса в теплицах, зелень, пожалуйста, семена любой зеленушки и тоже в теплицах. Это очень хорошо получится. Ну и семена любых сидератов. И здесь очень хорошо пойдут, особенно в теплых регионах, сидераты горчица, масличная редька. Кто-то на зиму овес сеет, рожь озимую. Это все ячмень, это все можно уже сеять. Уже вредителей будет меньше и меньше, становятся дни короче и прохладнее ночи. Так что используйте это время для того, чтобы улучшить плодородие почвы и в открытом грунте, и в закрытом. Рассада в Скорпионе, да еще продуктивное время чистое, можно высаживать рассаду овощных, цветочных растений, любых растений. Сразу же хочу сказать, не возмущайтесь там, где уже снег прошел. У нас разные страны, зрители с разных стран, со всего мира, и у каждого есть свои задачи и погодные условия. Поэтому если вы решили в этот день высаживать рассаду овощных цветочных растений, у вас отличная температура, плюсовая, высаживайте, все у вас получится хорошо. В саду, в саду поливы и подкормки в Скорпионе супер, это очень эффективно, используйте. Особенно там, где уже засуха была и зима скоро, естественно, в саду нужно обязательно хорошо провести влагозарядку почвы у всех деревьев. Ну и защита от вредителей очень актуальна. А вот зеленые операции нельзя проводить. Зеленые операции опасно. В любое время года не проводите зеленые операции на растениях. Ну и обрезку тоже не проводите. Здесь, видите, у нас сад, и нету этого слова, но зеленые операции всегда подразумевают в зеленой части растений. Здесь и обрезку нельзя проводить. Комнатные цветы.
комнатные цветы здесь и подкормочки, и поливы, и защита, и посадка рассады уже ваших укорененных черенков, и перевалка. Все виды деятельности, связанные с комнатными цветами, это все делается. Поливы в дни Скорпиона эффективны, а также эффективны и подкормки. И вот на этом завершаются у нас все дела в дни Скорпиона 10 сентября. Далее в дни стихии воды ни заготовки, ни закладка на хранение, ни сбор урожая, лекарственные травы, семена – это не проводится. Ну что ж, мы сегодня рассмотрели с вами очень важный агрогороскоп на ближайшие дни, то есть с 8 по 10 сентября 2021 года, когда Луна будет находиться, растущая Луна в знаке Весы. Мы прощаемся с вами, а мы, это Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем вам крепкого здоровья, удачи, хорошей вам погоды, ну и занимайтесь заготовками, плодотворных дней заготовок. До новых встреч на нашем канале.